Привет, друзья! На этот раз мы поговорим о том, как выжить при встрече с диким медведем. В представлении многих это такой добродушный мишка, который любит мед и поспать. На самом деле это опасный хищник, которому практически нет равных в тайге. Он с легкостью расправляется с кабаном, лосем, зубром. Поэтому безоружный человек для него не представляет серьезной угрозы. Но, так как люди не являются для них объектом охоты, а также часто сами представляют для них угрозу, они стараются избегать встреч с ними. Но хищник есть хищник. По разным причинам, а иногда и без причин медведь может напасть на человека. Эти звери наиболее опасны в голодный период, когда не хватает пищи. Но наибольшую угрозу представляют медведицы с потомством. Любой, кто встретится на их пути, может быть разодран взбешенной медведицей, бросившейся защищать детенышей. Также нежелательны встречи с медведями в период спаривания, когда они максимально активны и агрессивны. Интерес к человеку в качестве добычи может проявить травмированное или старое животное, которому тяжело себя прокормить. Если зимой в лесу встретите следы медведя, жди беды. Зимой медведи впадают в берлогах в спячку, но если это не произошло, это медведь-шатун. Шатуны представляют максимальную опасность, так как часто нападают на любое встречное живое существо из-за голода. Что же делать, от чего не стоит, чтобы выжить при встрече с диким медведем? Главный совет от бывалых таежников: при встрече с хозяином тайги не надо бежать сломя голову. В животном проснется инстинкт хищника, и он бросится вас догонять. Надо постараться казаться выше и шире, для этого можно на вытянутых вверх руках поднять плащ или куртку. Затем надо осторожно начинать пятиться, стараясь не упасть. При этом надо продолжать смотреть в его сторону, но стараться не смотреть в глаза. При внезапной встрече на близком расстоянии многих спасал громкий шум, который они создавали: крик, стуки в пустое ведро, работа двигателя бензопилы. Большой вопрос: если вас преследует медведь, залазить ли на дерево для спасения? Если это молодое животное, ему не составит труда вскарабкаться за вами, но если это взрослая и крупная особь, вряд ли он это будет делать. Поэтому много случаев, когда люди отсиживаются на деревьях при встрече с хозяином тайги. Когда вы почувствовали, что медведь агрессивен, лучше всего быстро найти любой предмет, которым можно обороняться: палку, камень, нож, топор. Надо встать перед атакующим медведем с широко разведенными руками и изо всех сил закричать угрожающим голосом. Этот прием используют некоторые бывалые охотники. Если это не помогло, надо постараться ударить зверя изо всех сил по кончику носа. Это наиболее чувствительная зона, и бывали случаи, когда медведь убегал после такого удара. При наличии у вас хорошего, охотничьего ножа, надо постараться нанести удар в область сердца, так как только так вы можете добиться наиболее быстрой смерти хищника. При случае, когда вы не можете обороняться, вам остается только притвориться мертвым, лечь ничком, на живот, на землю и не двигаться. Постарайтесь при этом закрыть голову рюкзаком или курткой. Животное может вас обнюхать, потормошить, и если вам повезет, уйти, потеряв интерес. Часто, если медведь сытый, он закапывает жертву для будущего, поэтому также есть шанс выжить и выбраться из медвежьего схрона. При данном варианте выживания надо обязательно дождаться, пока животное не удалится далеко, чтобы не заметил, что вы его обманули. Вообще-то к встрече в лесу с медведем надо быть готовым всегда. Медведи практически не нападают на большую группу людей, поэтому старайтесь идти вместе, не разбредаясь. На привале надо стараться не привлекать животных, не храните еду в палатке, где вы спите, старайтесь не пользоваться зубной пастой, так как он привлекает их своим запахом. Все, что может привлечь диких животных своим запахом, храните в отделении от места для сна, отдыха, например, привяжите к веткам дерева. Если встреча с косолапым имеет большую вероятность, лучший вариант – иметь в группе опытных охотников с оружием. Как показал опыт, такие средства защиты, как газовые перцовые баллончики, практически не помогают при нападении животных. Наиболее эффективны специальные средства для отпугивания медведей, но они могут не помочь, если животное уже атаковало. Итак, подытожим. Первое. Чтобы обезопасить себя от нападения медведя, передвигайтесь группами по несколько человек. Второе. При встрече отходите назад, пятясь, но не убегайте. Третье. При внезапной встрече или если животное близко подошло к вашей стоянке, отгоните его громким шумом, битьем по металлической посуде, выстрелами, криками. Четвертое. На привале примите меры, чтобы не привлечь голодных животных. Храните еду отдельно от палаток, не выбрасывайте пищевые отходы рядом с местом ночлега. Пятое. При угрозе нападения озадачьте зверя, постарайтесь показаться ему выше и больше, громко кричите изо всех сил. Шестое. Если имеется возможность, залезайте на дерево,
Взрослый, крупный медведь не полезет за вами, а от молодого легче отбиться. 7. В случае нападения не впадайте в панику, защищайтесь любыми предметами. Бейте по наиболее чувствительному месту, кончику носа. Убить легче всего, ударив ножом в область сердца. 8. Самый лучший способ обезопасить себя от нападения диких животных – иметь в группе опытных охотников с ружьями. 9. При отсутствии возможности защищаться, притворитесь мертвым. В любом случае многое зависит от удачи.